Всем привет, друзья! Вы в настоящем моменте. Меня зовут Виталий, со мной Лада. Мы сегодня в Ирпене, и мы решили выяснить, предоставляет ли Ирпень хоть какое-то социальное жилье для людей, пострадавших от наводнения в Херсонской области. Мы даже поехали в домики для беженцев бесплатные, посмотрели, как там жить, какие условия для жизни, поговорили с комендантом. И что мы выяснили, сейчас поехали с нами посмотрим. Также мы хотим в этом видео показать вам варианты аренды квартир. То есть, если вы из Херсона, у вас есть какие-то деньги, для того, чтобы у вас была информация по квартирам, сколько вам нужно денег для того, чтобы снять минимальную квартиру в Ирпене. Вот такое будет у нас сейчас видео. Це у вас кімната, тут у всіх на родину. на два чоловіка одна. Якщо діти є, так треба закривати двері, бо працює кондиціонер. Закривай, Ладусь, двері. Добре. Оце довгі коридори, це всі кімнати одна для родини, так? Так, 4. Ну, зараз дивіться, зрушений мешкає. Оце у вас тут двоє живе, так? Ну, це така комплектація, там у кого може діти є, то Можна і більше, так? да, нормальні умови, можна жити, як я кажу, то... Шкафчики і 4 койки, да? І столик, і все, да? Ну, это нормально тут вообще жить? Конечно, Як вам? нормально. Ну, нормально, да? А ви Нормально. кажете, Не жарко, не холодно, як вам? Кондиціонери працюють. Кондиціонери. Так. Ага, добре. здорово тоді. Ну це у горком, 19-й кабінет до Юлії Петрівни. Вона десь мала направлення і в той же час будуть поселити. А яка кухня, тут щось таке? Кухня, Можна в общем, подивитися, яка кухня і де його це? Можна подивитися? Ось творча кухня у нас. Микола, він не робить, по-моєму. Підійшла, він не дує нічого. Зараз я. Подивіться, будь ласка. Мікроволновка є. Мікроволновка, все, можна, так, да? дві плити. Користуватися. Можна вижити. Ага, нормально. Шкафчики, як, ну, посуда своя, да? Ну, що не бажано своя, тут Бажано нема своя. такого. Це сусіди чи ваші? Ні, Ні, це ми дивимося, наші родичі хочуть сюди З до вас. Херсона. А, ви прийшли Просто подивитися. подивитися, які умови. Ну, Якщо все є, от дивіться, готувати є де, спати Столова. є де, столову кормять обід дуже добре, А то усім вас ще вистачає. Да. Помните, я? Та ви що, Безкоштовно. Та ви що, а Обід. Перше, друге, третє і десерт ще Ви буває. наїдаєтесь? От так, ми нічого не готуємо. У нас продукти Це так, купили. колись там може на вечері. Дві чи неділі на лежить, там сніданок. може хтось захотів ввечері може собі Отак, приготувати. А нам вистачає. Ми з Холодильник, дітьми. один, Да. ще два Вон маленьких. два маленьких іще. Це нормально, да? Так, Да, нормально. умови такі. А чути дуже гарно сусідів. Та якщо криклива людина, то її чутно І в нормальному домі. Так, так. Ну так чуть, да, вообще А чуть. так ні. Не дуже ні? чуть, да? Це вбиральня чоловіча, Ага. кабінки. Ну, здорово. А це похова чоловіча. Таке саме і сестри. А, це дешева, це А, бачиш. а жіноча з другої сторони, так? Жіноча, так. Ну, все Бойлер, гарно. гаряча вода. Два і бойлера, один два тут, а один бойлера. так, так. Вода гаряча постійно є. Нема питань з цим взагалі. Ой, дуже вам дякуємо. Це ви нам таку екскурсію провели. Ну и в результате мы выяснили, что жилья свободного сейчас в Ирпене нету. И появится, возможно, только в сентябре, и то не в этом лагере, а в том, который финский лагерь, да? Да, да. Вроде бы И как. то, скорее всего, для ирпенцев. Да, потому что это специальный проект для жителей Ирпеня, которые потеряли свое жилье. Тут тоже очень много людей пострадавших, поэтому Украина вот такая вся сейчас пострадавшая, всем нужно жилье. Ну, остается вариант, я так понимаю, снять квартиру, где-то найти деньги и снять просто минимальную квартиру, как комнату. Или же, как нам сказал сам комендант, то нужно ездить по лагерям, потому что в каждом из городков и в Гостомеле, и в Буче, и в Ирпене есть по нескольку таких социальных городков. И, возможно, там найдется для вас свободное место. Поэтому тот, кто стучит, тому и открывает. Сейчас мы приехали в район, который называется Паспортный стол. В этом районе мы нашли квартиру, которая
по объявлению в OLX сдается здесь за 5000 гривен. Да, объявление вышло 19 июня, сегодня 20 уже этого объявления нету, но была. То есть вчера такая однокомнатная квартира, которая стоит 5000 гривен, 32 квадратных метра, то есть маленькая квартирка с ремонтом. Вот сейчас посмотрите, как там. А мне кажется, это где-то вот в тех домах, там написано Да, скорее пятиэтажный всего, дом. да. В этом районе вы могли бы снять себе квартиру, если бы она не ушла, друзья. Дело в том, что пока мы приехали сюда, пока мы смотрели район, OLX написал, что это объявление уже снято с публикации, все, квартира эта сдана. Мы хотим вам показать, что квартиры, которые вы можете искать по объявлению, они очень быстро уходят, потому что пользуются спросом. И То есть поэтому вы нужно... садитесь, ищете, в тот же день звоните. Если вы успеете в тот же день снять, то это хорошо. Мы вам показываем просто информацию общую, Да, о возможных тенденцию, вариантах. да, то есть критерии цен, сколько, почем, какие квартиры, а конкретно это уже надо искать, просто садиться, искать и снимать сразу же. Ну и попутно, раз уже мы здесь, мы хотели бы показать вам немножко этот район. Он находится в начале при въезде со стороны Киева на улицу Соборную. В общем-то, можно сказать, что это развитый район с хорошей инфраструктурой. Здесь можно быстро добраться до Киева. Отсюда здесь настроили даже вот новенький стоит торговый центр небольшой, новая почта. В общем-то, жилые комплексы современные. Паспортный стол, вот Да, он, паспортный прямо, стол вот да. находится вот конкретно здесь, в таком старом одноэтажном здании. И здесь, в общем-то, тихий райончик, если углубиться чуть-чуть туда, в сторону. Там есть и частный сектор, и пятиэтажечки, и трехэтажки. Собственно, уютно, красиво, можно жить. И недорого. Да, ну, кстати, насчет цены. Удивительно, что мы смотрели вчера буквально на Оболоне цены на аренду квартир. И там тоже начиналось от 5000 гривен аренда однокомнатной квартиры. То есть, получается, Ирпень не такой уж, не намного Цены дешевле. идентичные, получается, да, в Киеве и в Ирпене. Да, Хотя от Ирпеня до Киева еще надо еще доехать. нужно ехать. Поэтому нужно задуматься Да. над тем, стоит ли вам искать жилье в Ирпене, если можно поискать на Оболоне возле метро. Дальше, смотрите, следующее объявление, которое мы нашли по цене, это 6000 гривен. Оно находится в другом районе города, поэтому мы проедем теперь туда. Поедем посмотрим. Undertaker, I can feel you waiting. I just can't wake from this dream. It's reoccurring, trapped in this dystopia. I feel fine when you're close to me. Друзья, мы приехали в район Центрального парка, на улицу Университетскую. Ну, во-первых, Лада захотела зайти в какое-нибудь кафе, она пошла смотреть на ресторанчик. Во-вторых, мы хотим узнать в этом районе, насколько дорогое сдается жилье. Сейчас мы все это выясним. Вот показываю вам вид на Центральный парк, улица с Киева, которая идет. Собачки бегают здесь по улицам. И сейчас уже гремит гром где-то вдалеке. Мне кажется, через полчаса может пойти дождь. Синоптики обещали, в принципе. А мы сейчас найдем какое-то кафе, а потом с Ладой узнаем, почем жилье. Это не кафе? Нет. Тут оказалась небольшая проблемка с кафешками. Та, которая работала раньше на остановке, вот закрыта. Это тоже оказалось не рестораном, это магазин фермерский. Ресторан, да, это ресторан. Ну что, давай зайдем в ресторанчик.
Так, друзья, Лада настаивает на том, чтобы я показал немного цен в этом ресторане. И я постараюсь это сделать вот так вот. Вы можете почитать, что здесь написано, что почем. Сами мы зашли попить напитков. Да, я, например, заказал себе капучино. Пока еще не знаю почем. Вот. Здесь можно нормально поесть, я смотрю по картинкам, по крайней мере. Может даже выпить. Так. Ну и ресторан называется Good Chief, хороший начальник. А вот сколько стоит фреши. И оказалось, здесь можно выпить вина, какой-то алкоголь. Ладе принесли ее фреш, свежевыжатый сок из чего-то красного. И теперь мой капучино тоже приехал в чашечке с сердечком. Круто. Спасибо этому ресторану. Оставим чаевых и пойдем. Мы вышли из кафе. Сейчас стоим на пешеходном переходе возле Центрального парка. Вот все, зеленый загорелся, пойдем. Там вижу, вот полиция подловила какой-то кабриолет. Разбираются с водителем. А мы идем в сторону жилого комплекса Рококо. Дело в том, что мы сейчас посмотрели объявление и нашли, что вот прямо сейчас сдается квартира в ЖК Рококо, который сиреневенький, вон там за парком находится, возле Сельпо. И Лада сейчас прочитает, сколько там квадратных метров, сколько стоит. Значит, квартира в этом ЖК 7000 гривен, площадь 42 квадратных метра, площадь кухни 13 метров квадратных. Идем на дом посмотрим хотя бы. Пойдем, вот в таком месте классно. Друзья, мы подъехали в район налоговой академии. Я резко парканулся здесь. Проходили два парня, и один из них говорит: так только менты останавливаются. Испугали мы парней. Так, вот этот дом. Покажи. Вот пятиэтажка, в которой сдается квартира. И я вам неправильно сказал, не за 6 тысяч. Она стоит 7000 гривен в месяц, площадь 35 квадратных метров, 4-й этаж пятиэтажного дома. Вот здесь, да. Ну и вот тоже неплохое место, уютное. Это улица Университетская, здесь ресторанчик есть, Япона-мать, лоток есть, магазин. Салон красоты даже есть там. Парк рядом, такой зеленый, университет рядом. То есть тут даже есть кафешка, в которой мы пили Зимой, кофе зимой, когда не было света, там стояла буржуйка. То есть тут так даже в этом плане не умрешь. На газу, там готовили нам кофе на газу. Да. Вот Огромный такое парк, вот место. этот сквер возле университета, хорошая прогулочная зона. Единственное, что шумная улица вот эта. 379-я маршрутка ходит на Киев. То есть ты выходишь из дому, садишься на маршрутку, едешь в Киев. Ну и, собственно, все. Если вправо-влево, там частный сектор, университет большой, церковь недалеко. Кстати, В общем-то, здесь немножко там вглубь за парком есть хорошая гостиница недорогая. В прошлом, да. до войны она стоила 400 гривен в сутки, номер можно было снять. Неплохой номер, там есть кухня. Ну, только не в номере кухня, а вообще общая кухня. Но номер такой, ну, более-менее с бойлером. Среднего, скажем Я так, думаю, класса. и сейчас гостиницы работают тоже. Да. Если кому нужно остановиться в этом районе, в принципе,
самая недорогая гостиница. Она, правда, в цокольном этаже, но это не проблема. Друзья, мы приехали теперь в жилой комплекс «Фортуна». Он находится в одном из самых густонаселенных районов Ирпеня. И здесь есть квартира за 6 тысяч гривен. На данный момент это самая дешевая квартира, которую мы нашли. Она стоит 6 тысяч гривен. В ней 25 квадратных метров. Кухня 5 метров квадратных. 3-й этаж 5-этажного дома. Ну вот Но- этот дом, я думаю. да. В принципе, я смотрел по фотографиям. Мне кажется, это как раз тот дом, в котором и сдается квартира. Этот жилой комплекс, он закрытый. Видите, он огражден полностью, сюда без ключа магнитного не зайдешь. Поэтому мы вам покажем только с этой стороны. Вот, ну этого в принципе достаточно. Квартирка небольшая, и в ней разрешают жить с животными, насколько я понимаю, да, хозяева? Да, там? да, с животными можно жить, но здесь есть небольшие повреждения на балконе. По-видимому, здесь был прилет, и что-то Да. там прилетело, в общем так. Ну, там просто арка повреждена, по сути дела, жить можно вполне. И пока эту квартиру еще не сняли, объявление еще остается, и это получается самая дешевая квартира в Ирпене на сегодняшний момент, потому что та, которая была за 5000, она уже ушла из OLX, все, видимо, ту квартиру сняли. И- Возможно, завтра это уже не будет. Так что, друзья, это все приблизительно, Да, скажем так. Да. Это все для ознакомления, для Мгм, понимания мгм. вами цен, какие сейчас в Ирпене цены на аренду в квартир. И какие районы, где, как, что выглядит, что там есть. То есть мы делаем обзор не самих даже квартир, а обзор района, в котором эти квартиры находятся, и удобство жизни. Здесь есть очень хорошая инфраструктура, здесь есть магазины, здесь есть больницы, здесь есть кафешки, ресторанчики, супермаркеты, аптеки. То есть все, что нужно для жизни, здесь есть. Единственное, чего мало, это садиков и школ. Ну, это уже такое проблема Ирпеня, в общем-то, глобальная. Поэтому вот как-то так. Да, а дальше мы перемещаемся в парк «Мама» по соседству, и там, в принципе, все остальные квартиры, которые мы нашли в Ирпене на данный момент, здесь, вокруг парка «Мама», района Синергия, и сдаются. Это такой небольшой парк среди очень густонаселенного района в Ирпене. Но он один из самых продвинутых, один из самых интересных районов, потому что в нем, по крайней мере, вот есть такие лежаки. Вот Лада тут лежит на лежачке, прямо в парке загорает. Очень удобно, кстати. Ой, смотри, какой пес. Он не кажется злым, но он кажется неподвижным. Как большая крыса какая-то. Не знаю, не хотел его Он ко оскорбить. мне но пришел, он все пришел к нормально, Ладе. он мой. Лег. Это мой охранник. Все. У Лады появился охранник. Теперь Лада расскажет, какие Короче. квартиры здесь рядом, возле парка «Мамы» можно снимать и почем. Здесь есть квартира за 9 тысяч гривен. 6-й этаж 9-этажного дома площадью 38 квадратных метров. Кухня 10 метров квадратных. Вот, все есть в этом доме. Хороший ремонт. Вот, посмотрите, в каком классном райончике. Это где-то вот в тех домах, вот я уверен. Мы смотрели приблизительно, там написано район Синергии. А вот это, кстати, вот парк «Мама», и здесь остановка называется Синергия как раз. Да, мы здесь не жили, но здесь живут наши родственники, и они очень-очень довольны, они не хотят никуда отсюда. Им здесь комфортно, они даже купили здесь квартиру Мгм. и даже не хотят в Киев переезжать. То есть Несмотря на то, настолько что- здесь, да, все Несмотря на то, что это самый отдаленный район Да. от Киева, отсюда нужно еще через весь Ирпень ехать на маршрутке, чтобы выехать в Киев. И до электрички здесь вообще пешком не дойдешь. Ну, дойдешь это очень долго, полчаса, а то и минут 40. А вот подъехать на маршрутке можно, конечно. В общем, вот так я вам немножко покажу этот район. Прямо из парка. Видно дома. Мы его раньше часто показывали, поэтому, собственно говоря, можете посмотреть район Синергии в наших видео. Вообще наши видео про Ирпень
где мы рассказываем про разные районы Ирпеня и ездим. Все это часто мелькало. То есть резюме какое в конце нашего видео, друзья. В Ирпене можно найти себе жилье от 5 до, скажем, 9 тысяч гривен в разных районах с разным комфортом. Можно, конечно, найти и дороже, можно найти и двушку там за 15 тысяч, тоже все. Можно вообще шикарно жить, можно дом снимать, но мы сосредоточились сейчас на домах и на жилье, которое более-менее доступное. И поэтому, если вы рассматриваете Ирпень для жизни, то я думаю, мы дали вам какое-то представление о том, как можно в Ирпене жить, где можно в Ирпене жить. Все, друзья, на этом мы с вами прощаемся. Всем спасибо. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Встретимся в следующих видео. Пока!